1956 год, октябрь. В Венгрии вспыхивает первое в истории восстание против советской оккупации. Люди громят здания госбезопасности, жгут и захватывают советские танки. Руководство СССР отступает и выводит свои войска из страны. Принимается декларация о невмешательстве во внутренние дела Венгрии и других стран соцблока. В воздухе атмосфера свободы и победившей революции. Народ еще не знает, что верхушка СССР готовит новый удар и что всего через несколько дней страну ждет новая катастрофа. Всем привет! Говоря о восстании в стране соцблока, обычно вспоминают 1968 год и Пражскую весну. Это была попытка Александра Дубчика и его сторонников реформировать социализм, предоставить гражданам больше прав и свобод. И закончилась она советским вторжением и полной оккупацией страны. Но события, произошедшие в Будапеште за 12 лет до этого, вспоминают гораздо реже. А между тем, это была, пожалуй, самая жесткая и самая отчаянная попытка восстания в подконтрольной СССР стране. Сегодня поговорим о том, как оно вспыхнуло, как развивалось, и о том, почему Венгрии так и не удалось выйти из-под влияния Москвы. Но сначала я попрошу вас подписаться и поставить лайк. А если еще и комментарии напишите, то будет вообще шикарно. Так вы очень сильно поможете каналу развиваться. Для начала очень краткая предыстория. В годы Второй мировой королевство Венгрия воевало в составе оси, то есть на стороне Гитлера. До 1944 года королевством правил регент-адмирал Миклош Хорти. Правда, потом он решил выйти из войны и заключить перемирие с СССР, за что в октябре 1944-го нацистская Германия оккупировала страну и создала там марионеточную диктатуру. К марту 1945-го Венгрия была полностью освобождена советскими войсками. На смену королевству пришла вполне себе многопартийная парламентская демократия. В конце 1945 года в стране проходят выборы, которые выигрывает независимая партия мелких хозяев, набрав 57% голосов. На втором месте шли социалисты и только на третьем коммунисты. Президентом страны стал умеренный политик Золтан Тилди. Но прожила эта демократия недолго. Все же не стоит забывать, что страна была фактически оккупирована советами, которые, мягко говоря, не были большими фанатами демократии и многопартийности. Пользуясь этим, венгерские коммунисты начали стремительно захватывать власть. А если выборы выиграть не получается, то надо устранять конкурентов другими способами. И главный антигерой в истории уничтожения демократии – это лидер венгерских коммунистов, фанатичный сталинист Матьяш Ракоши. Стремясь к власти, он применял тактику, которую сам же потом назовет нарезанием солями. То есть медленное достижение мелких целей на пути к большой. Так, ломтик за ломтиком он либо просто уничтожал конкурентов, обвиняя их в антикоммунистических и антисоветских заговорах, или заставлял их объединяться в так называемый Народный фронт под своим началом. Ключевые фигуры партии мелких хозяев были репрессированы. Генсек Бела Ковач был похищен и увезен в СССР. Премьер-министр Ференц Надь бежал за границу. Сама партия оказалась поглощена Народным фронтом. В 1947 году коммунисты проводят новые выборы, на этот раз полностью контролируемые. К 1948 году они поглощают уже все остальные политические силы. Так возникает Венгерская партия трудящихся, которая полностью контролирует парламент. Ракоши становится там генсеком. 18 августа 1949 года принимается новая конституция, которая официально вводит в стране однопартийную систему. Возникает Венгерская Народная Республика. Придя к власти, Ракоши, которого называли учеником Сталина, разворачивает настоящий террор, во многом копируя сталинскую модель управления. Все остальные политические партии, кроме ВТП, запрещены. Значительно усиливается управление госбезопасности, аналог советского НКВД. Проводится коллективизация очень быстрыми темпами. Разворачиваются репрессии и штампуются уголовные дела против якобы иностранных шпионов, троцкистов, сионистов и прочих врагов народа. Под каток репрессий попадали и ярые сторонники самого Ракоши. Самый известный из них – министр внутренних дел Ласло Райк. Он был осужден и затем казнен по обвинению в шпионаже в пользу США и Югославии.
Глава УГБ Петер Габор был брошен в тюрьму по обвинению в сионистском заговоре. Тогда же в заключении оказались и многие политики, которые сыграют ключевую роль в будущей революции. После смерти Сталина в СССР началась борьба за власть, которая повлияла и на политику в отношении стран-сателлитов. В июне 1953-го венгерскую делегацию вызвали в Москву на совещание, где Хрущев, Молотов, Микоян и другие члены советской верхушки устроили Ракоши настоящую порку. Его критиковали за экономику, за упадок сельского хозяйства, за излишние репрессии и, цитата, «доведение страны до ручки». Интересно, что громче всех ругал его Берия. Да-да-да, тот самый Берия отчитывал Ракоши за излишние репрессии. А еще главам страны, победившей нацизм, очень не нравилось еврейское происхождение Ракоши. Им хотелось видеть на ключевых постах именно этнических венгров. В общем, Ракоши настойчиво посоветовали покаяться, изменить курс и поделиться на тот момент безраздельной властью. И тут на арену выходит Имре Надь, политик, которому суждено будет стать лицом венгерской революции. И да, во многом против его воли, но об этом позже. А тогда Надь – скромный вице-премьер в тоталитарной ракошистской Венгрии. Ракоши, не имея выбора на разделение власти, согласился, оставшись первым секретарем ЦК партии. Надь же получил должность премьер-министра страны. Здесь надо немного поговорить о личности самого Надя. Надо понимать, что он не был никаким либералом-западником, которого из него иногда пытаются лепить. Он был настоящим фанатичным коммунистом, который еще в годы Первой мировой попал в русский плен, где заразился идеями марксизма. Потом он воевал в гражданской войне, естественно, на стороне красных, и по легенде даже участвовал в расстреле царской семьи, хотя это, скорее всего, байка. Режим Хортhy не был лояльным коммунистом, поэтому Надь несколько лет просидел в тюрьме, а потом был вынужден бежать в Москву. В Москве он активно сотрудничал с НКВД и таки да, стучал на своих коллег-коммунистов. Во многом благодаря этому и выжил. Так что да, Надь был фанатичным и ярым коммунистом. Главное его отличие от Ракоши было в том, что тот был сталинистом, а Надь как раз сторонником ленинско-бухаринской модели. И идейно он был ближе к тому, что реально имел в виду Маркс. И именно эту модель он старался воплощать в своем новом курсе следующие 3 года и добился на этом поприще определенных успехов. Были закрыты исправительные трудовые лагеря, аналог советского ГУЛАГа, также амнистирована часть политических заключенных времен Ракоши, в том числе и тех, которые сыграют ключевую роль в последующих событиях. Были и экономические реформы. При Ракоши огромные деньги вкладывались в тяжелую промышленность, что очень сильно било по экономике страны. Надь же перенаправил вложения в легкую промышленность и сельское хозяйство. Католическая церковь получила чуть больше прав, а крестьянам разрешили выходить из колхозов. Но не все шло гладко. Надо помнить о том, что у Надя и его нового курса было немало оппонентов. Ракоши хоть и потерял часть власти, но остался у руля партии. И ЦК все чаще критиковал как отдельные его инициативы, так и новый курс в целом, обвиняя реформаторов в либерализме, в отсутствии экономической дисциплины и прочих таких грехах. Осенью 1954-го Ракоши улетел в Москву. По официальной версии лечиться. На самом деле стучать на Надя и пытаться убедить московских покровителей в несостоятельности его политики. Но пока Надь одерживал одну политическую победу за другой. Закончился новый курс в начале 1955-го. И, разумеется, закончился он не в Будапеште, а в Москве. Дело в том, что венгерское общество за последние 1,5 года успело вдохнуть воздух, пускай ограниченный, но все же свободы. Все громче начинали звучать голоса писателей и журналистов. Пресса активно критиковала партию и противников нового курса.
В Будапеште и других городах проходили манифестации. Болельщики на матчах выкрикивали антисоветские лозунги. Видя все это, советское руководство начало бояться, что Венгрия может начать дрейфовать в сторону Запада, ну или строить независимый от Москвы коммунизм по примеру Югославии. Главными критиками Надя в Москве были Маленков и Молотов, занимавшие тогда жесткую антилиберальную позицию. Советское руководство в жесткой форме раскритиковало Надя и распорядилось свернуть новый курс. Но при этом они хотели оставить его на должности, дабы не распалять сильнее недовольство в венгерском обществе. Но в марте 1955-го Ракоши самовольно исключает Надя из ЦК партии и снимает его со всех постов. Премьер-министром страны становится старый соратник Ракоши Андраш Хегедюш. Но сталинистам мало было просто отстранить Надя от власти. Они хотели, чтобы он покаялся публично, выступил с самокритикой и отрекся от своего нового курса. Он сделать это отказался и начал формировать вокруг себя так называемую внутрипартийную оппозицию. В основном в нее входили представители венгерской интеллигенции, писатели, журналисты, композиторы и другие. Они составили меморандум, который был воспринят как прямая конфронтация со сталинистами. Ракоши наносит ответный удар. В декабре 1955 года Надя исключают из партии. Вполне вероятно, что исключение Надя из ВПТ было только прелюдией к настоящим репрессиям против реформаторов. Но в феврале 1956 в Москве случился 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев развенчал культ личности Сталина. И это событие дало огромный толчок для оппозиционного движения в Венгрии. В Союзе писателей и редакциях крупных газет начали возникать кружки сторонников нового курса. Молодежный кружок Петефи организовывал дебаты, на которых уже открыто критиковали Ракоши и других сталинистов. Значительная часть общества не принимала участие в этих мероприятиях, но при этом активно за ними следила. Важно отметить, что Надь в то время находился в тени и старательно дистанцировался от любых появлений на публике. Но зато вокруг его ближайших соратников Миклоша Вашерхей и Гезе Лошенцы стало собираться все больше сторонников. Ситуация в стране накалялась. Видя это, Хрущев отправил в Будапешт Анастаса Микояна, главного московского покровителя Надя. 18 июня Ракоши был отправлен в отставку и улетел в СССР. На родину он больше не вернется никогда. Во главе партии стал Эрньо Герё, бывший министр внутренних дел. Тогда же в партию вернули Яноша Кадара, коммуниста, осужденного на пожизненно при Ракоше и выпущенного при Наде. Он сыграет ключевую роль в последующих событиях. Замена одного сталиниста на другого не сняла социального напряжения в стране. Политбюро партии не спешило возвращать Надя на пост премьера, хотя Микоян на этом настаивал. Сторонники реформ все так же враждебно относились к руководству партии. К осени 1956 года оппозиционное движение набрало обороты. Вокруг кружка Петефи и Союза писателей начали собираться тысячи студентов и рабочих. В октябре 1956-го Надя восстанавливают в партии. Еще одним событием, вдохновившим сторонников реформ, стала смена руководства в Польше. Тогда в этой стране пришел к власти близкий по духу к Надю коммунист Владислав Гомулка. Время неумолимо шло к 23 октября, к дню, когда вспыхнет первая в мире антикоммунистическая революция. За пару дней до начала масштабных протестов венгерские студенты составили программу из 16 требований. Все перечислять не будем, остановимся лишь на самых значимых. Итак, протестующие требовали вывести все советские войска из страны, назначить Надю премьер-министром, а Ракоши вернуть в Венгрию для суда, обеспечить невмешательство СССР во внутренние дела Венгрии, обеспечить свободу слова и печати. Еще были пункты про внешнюю торговлю, про заработную плату и про демонтаж статуи Сталина. Радикальных на тот момент требований вроде введения рыночной экономики и многопартийной системы в манифесте не было. 23 октября на демонстрацию выходит 200 тысяч человек. Манифестанты тут же выполняют одно из своих же требований – сносят памятник Сталину, оставляя от него одни сапоги.
По радио выступает Герю и в жесткой форме критикует протест. В ответ протестующие требуют зачитать по радио свой манифест из 16 пунктов, для чего пытаются проникнуть в здание радиостанции. Происходит столкновение с вооруженными УГБшниками. Появляются первые убитые и раненые. Ситуация выходит из-под контроля, поэтому той же ночью партия возвращает Надя на пост премьер-министра. Надо сказать, что Надь, хоть и станет впоследствии лицом революции, в первые несколько дней ведет себя крайне нерешительно. Его недавно восстановили в партии, и он хотел выглядеть примерным коммунистом, не участвующим ни в каких бунтах. В первый день он наотрез отказался присоединиться к народу на площади Кошута. Вместо этого он обратился к протестующим из окна здания парламента. Речь была сухой, канцелярской. Надя постоянно перебивали и перекрикивали. Ночью венгерское руководство обратилось к советским войскам с призывом помочь подавить восстание. Инициатива исходила от Геря, но формально премьер-министром к тому моменту был уже Надь, так что ответственность за это легла именно на его плечи. Около полуночи советские войска входят в Будапешт. Советское руководство было уверено, что появление танков на улицах само по себе отобьет у людей желание сопротивляться. Это сработало в 1953 году во время протестов в Восточном Берлине. Но здесь ситуация была совершенно другой. Утром 24 октября в Венгрии вводится чрезвычайное положение. И под этим документом тоже стояла подпись Надя как нового премьер-министра. Утром того же числа начинаются масштабные забастовки и первое столкновение с советскими интервентами. Рабочие и студенты возводят баррикады и подбивают несколько советских танков. К полудню революционеры занимают здание венгерского радио. Кинотеатр Корвин, благодаря своему удачному расположению, становится штабом революции. В тот же день Надь обращается к протестующим по радио. И делает он это прямо как подобает порядочному коммунисту. Объявляю, что все те, кто в интересах предотвращения дальнейшего кровопролития сегодня до 14 часов прекратит борьбу и сложит оружие, не предстанут перед чрезвычайным судом. То есть он прямо призвал сдаться, обещая протестующим амнистию и продолжение нового курса. Но сдаваться никто не собирался. Народ был настроен решительно. 25 октября на площади Кошута советские войска и сотрудники УГБ открывают огонь по протестующим. Погибает несколько сотен человек. Это событие становится триггером для масштабной мобилизации общества. В тот же день советские войска получают подкрепление. К 6-тысячной группировке примыкает еще 14 тысяч человек. При этом венгерская народная армия не горела большим желанием воевать против собственного народа. Поэтому ее бойцы были по большей части пассивными наблюдателями. В течение следующих 2 дней происходят наиболее ожесточенные бои на улицах Будапешта. Правительство объявляет амнистию каждому, кто добровольно сложит оружие. Но складывать оружие никто не собирается. Наиболее ожесточенные столкновения происходят возле Корвина. Повстанцы малыми группами успешно сжигают бронетехнику. Фото подбитых и сожженных советских танков мгновенно разлетаются по всему миру. Повстанцы требуют вывода советских войск, выхода из организации Варшавского договора и создания в стране многопартийной системы. Надь все эти дни пребывает в смятении, не понимая, к кому ему стоит примкнуть – к советским партнерам или же к собственному народу. 27 числа венгерское политбюро снимает с должности первого секретаря Геря и назначает на нее Яноша Кадара, на тот момент одного из сторонников Надя. 28 числа советские войска пытаются штурмовать кинотеатр. Сердце сопротивления. Перед этим Надь провел встречу с лидерами повстанцев, а также позвонил в Министерство обороны и потребовал, чтобы венгерские войска не участвовали в штурме, угрожая в противном случае подать в отставку. Он наконец-то встал на сторону протестующих. Революционеры отбивают атаку. Из окон кинотеатра летят коктейли Молотова, сжигая советские танки. Всего в ходе штурма советская сторона потеряла около 100 бойцов и десяток единиц бронетехники. После провала руководство СССР понимает, что решить вопрос малой кровью, не сравняв Будапешт с землей, уже не получится. Принимается решение о выводе советских войск из Венгрии. 30 октября СССР принимает декларацию. Называлась она «Об основах взаимоотношений с социалистическими странами».
В ней советское руководство выражало готовность на равных вести переговоры со странами соцблока, в том числе о вопросах присутствия в них советских войск. И относилось это в первую очередь, конечно же, к Венгрии. На следующий день в газете «Правда» выйдет сообщение о принятой декларации, которая на тот момент уже потеряет всякий смысл. Руководство СССР начало подготовку к полномасштабному вторжению в Венгрию. До конца не ясно, было ли решение о выводе советских войск и принятие мягкой декларации ловушкой изначально, или же советское руководство готово было договариваться на равных, но в последний момент передумало. Дело в том, что 30 октября произошел самый кровавый эпизод Венгерской революции. У здания венгерской компартии, в котором также располагался и штаб уже на тот момент распущенной УГБ, собралась большая толпа протестующих. Главным их требованием было освободить политзаключенных. Особенно протестующих интересовали подвалы, в которых, по слухам, держали и пытали революционеров. Сотрудники УГБ открыли огонь по протестующим. В ответ толпа ворвалась в здание и началась кровавая бойня. Многих партийных работников и УГБшников линчевали на месте. Это был действительно очень тяжелый эпизод, бросивший тень на всю революцию. Да, ярость толпы объяснима. УГБ – это была организация, которая терроризировала народ Венгрии много лет подряд. И огонь они в тот день открыли первыми. Тем не менее, фотографии обезображенных тел чекистов и партработников быстро разлетелись по миру, испортив репутацию революционеров. Никаких подвалов, кстати говоря, так и не нашли. И все-таки вряд ли эта расправа стала реальной причиной интервенции. Но зато дала красивый повод, мол, коммунистов убивают, мы не можем не вмешиваться. Хотя в результате вторжения коммунистов погибнет гораздо больше. Тут хочется сделать небольшое отступление и поговорить о роли во всей этой истории США и других западных стран. Да, понятное дело, что советская сторона в дальнейшем будет подавать революцию исключительно как проект злого ЦРУ. Но это, мягко говоря, преувеличение. Да, в 1956 году уже вовсю шла холодная война. Да, действовала доктрина Трумана, направленная на сдерживание советского влияния на другие страны. Тем не менее, никаких реальных действий Америка предпринимать не планировала. Эта тема очень хорошо отражена в книге Чарльза Гатти «Обманутые ожидания». Исходя из многочисленных документов, исходя из заявлений американских политиков, становится ясно, что США не планировали ни вводить войска в страну, ни помогать революционерам оружием. Более того, не планировалось заступаться за венгров даже на дипломатическом уровне. Во время самого восстания американская администрация не выступила ни с одной дипломатической инициативой, которая могла бы привлечь внимание Кремля и, по крайней мере, отсрочить день вторжения. Единственное послание США в адрес Москвы содержалось в речи госсекретаря Джона Фостера Даллеса 27 октября, в которой он поспешил уверить Хрущева, что Америка не заинтересована в Венгрии как в возможном военном союзнике. А вот кто действительно повлиял на революционное настроение внутри Венгрии, так это радио «Свободная Европа». Русскоязычному слушателю более известное как «Радио Свобода». В отличие от американских военных и дипломатов, эта радиостанция отрабатывала доктрину Трумана по полной, просто-таки с фанатичным рвением. Ее редакторы и дикторы не просто поддерживали революционеров, они требовали наиболее радикальных перемен и преобразований. Имре Надь, несмотря на всю его прогрессивность, подвергался постоянным нападкам. Логика была простая, как дубина. Надь коммунист, а значит, его нужно мочить. Ведь хороших коммунистов не бывает. И это находило отклик в сердцах многих. Да, желание сбросить коммунистические оковы целиком понятно, но подобная риторика в условиях полного нежелания Америки вмешиваться и помогать выглядела как пустое подстрекательство. Да, дикторы «Радио Свободы» не обещали революционерам помощь от США, но при этом ни разу не дали понять, что ждать этой помощи не стоит. Что мы должны были сказать венграм? Проявите умеренность, возвращайтесь домой, будьте сдержаны. С первого дня существования радио «Свободная Европа» мы призывали венгров сопротивляться коммунизму, а теперь нам надо было посоветовать рабочим вернуться к станкам, а солдатам вернуться в казармы. Мы не могли сказать венграм: пожалуйста, будьте сдержаны.
Советская армия стояла в Будапеште. Революция была антикоммунистической. Надь был коммунистом. Многие не могли понять, как коммунист может возглавлять антикоммунистическую революцию. К тому же 31 октября на Ближнем Востоке случился Суэцкий кризис, очередная война между Израилем и Египтом, и США стало окончательно не до Венгрии. Дальнейшие события развивались быстро. Пока в Будапеште царила атмосфера свободы и победившей революции, советское руководство готовило операцию «Вихрь» – вторжение в Венгрию с целью подавить революцию. 31 октября Хрущев отменяет все свои предыдущие распоряжения и приказывает советским войскам Венгрии оставаться на позициях. В ответ на это Надь объявляет о выходе из организации Варшавского договора, а также обращаются к ООН с просьбой защитить суверенитет. И вы можете догадаться, насколько глубокую обеспокоенность выразила в ответ эта организация. 2 ноября Надь начинает формировать новое правительство и объявляет о создании многопартийной системы в стране. Министром обороны он назначает Пала Малетера, полковника, перешедшего на сторону революции. Но смысла в этом уже никакого. В тот же день в Москву на переговоры вылетает Янош Кадар, человек, еще несколько дней назад обращавшийся к венграм по радио и называвший восстание нашей славной революцией. Там ему сделали предложение возглавить новое правительство после свержения Надя, и он согласился. 4 ноября советская армия под командованием маршала Конева вторгается в Венгрию. 60 тысяч бойцов, 3000 танков, авиация. В 4 утра Надь выступает по радио с обращением к народу. Говорит Имре Надь, председатель Совета министров Венгерской Народной Республики. Сегодня на рассвете советские войска начали наступление на нашу столицу с очевидным намерением свергнуть законное демократическое венгерское правительство. Наши войска ведут бои. Правительство находится на своем посту. Я сообщаю это весть народу страны и общественному мнению мира. А после этих слов Надь сравнил советское вторжение в Венгрию с нападением Гитлера на Чехословакию и Польшу. Народ действительно сражался. 4 ноября советские войска наткнулись на ожесточенное сопротивление в Будапеште. Венгрия стояла аж до 12 ноября, сражаясь с превосходящим во много раз противником. Но силы оказались слишком неравны. Сыграла свою роль и пассивность венгерской регулярной армии. Венгерские военные не подавляли протесты в октябре, не желая стрелять в собственный народ, но и желанием биться насмерть с советскими военными они также не горели. 7 ноября Советы возвращают в Будапешт Кадара, человека, предавшего Надя и всю революцию. Он тут же объявляет о создании нового правительства во главе с собой. Надь же вместе со своими ближайшими соратниками еще 4 ноября укрылся в югославском посольстве. Их диктатор Тито пообещал предоставить им политическое убежище. Но и это оказалось очередной ловушкой. 22 ноября Надь с соратниками покидает югославское посольство. Их сажают на автобусы, чтобы развезти по домам. Такая договоренность была у СССР с Югославией. Но вместо этого их доставляют на советскую военную базу, а оттуда переправляют в Румынию. Более 1,5 лет Надь содержался под стражей в румынском санатории в городе Снагове, пока Кадр спорил с Хрущевым, как же стоит поступить с лидером провалившейся революции. Хрущев колебался, ну а Кадр настаивал на высшей мере. Ему надо было продемонстрировать силу и сделать так, чтобы никто больше восставать не решался. Позже пленников вернут в Будапешт, а 16 июня 1958 года Надя повесят вместе с Малетером и Миклошем Гемишем. После прихода к власти Кадр развернул настоящий террор. Почти 15 тысяч человек были осуждены за участие в вооруженном восстании и по другим подобным статьям. 229 человек были казнены, были и незаконно переправленные в СССР. Но террор этот длился недолго. Уже в начале 60-х Кадр провел 2 амнистии для участников революции. Активно проводились и экономические реформы, внедрялись элементы рыночной экономики. Народ стал жить лучше и сытнее. Период правления Кадра иронично прозвали гуляшным коммунизмом. По сути, это была такая сделка между властью и народом Венгрии, бытовое благополучие в обмен на лояльность.
Кадр пробыл у власти аж до 1988 года и умер в 1989. Тогда же начался демонтаж его режима и наследия. Надя и других участников революции реабилитировали и торжественно перезахоронили. История венгерской революции трагична. Это история о мужестве, о желании целого народа сбросить оковы и обрести свободу, но также и о жестокой реальности. СССР слишком сильно боялся за свой кусок влияния в Европе, чтобы отпускать Венгрию в свободное плавание. Хрущев готов был пойти на косметические уступки, какие, например, получила Польша при Владиславе Гомулке. Но венгерский народ быть второй Польшей не хотел. А США слишком сильно боялись эскалации и столкновения с СССР. Начинать Третью мировую не хотелось никому. Параллели с войной в Украине и днем сегодняшним в целом возникают сами собой. В 2007 году неизвестные разграбили могилу Кадыра, похитив урну с его прахом. А на склепе неподалеку оставили надпись: «Убийце и предателю нет места в Святой Земле». Этот эпизод говорит о том, что память о Наде и революции живет в сердцах народа и спустя десятилетия. Большое спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Я еще раз попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Канал молодой, вы таким образом очень сильно поможете его развитию. А мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока!